Изолента Лайф. Привет, привет. Я очень рада тебя видеть. Юлечка у нас, давайте просто всем сразу, кто вдруг не помнит, напомню, руководитель проекта «Дети войны». И вот мы сегодня показывали уже фотографии Юлечка аллеи ангелов в Донецке, потому что в этот день, собственно, в 2015 году эта аллея была открыта. И вот мы показывали эти фотографии, эти цветы, эти памятники. И Юля делает все для того, чтобы детей, которых больше нет с нами, не стало больше, скажем так. Юлечка, я так понимаю, ты буквально позавчера вернулась с Донбасса, и, конечно, в первую очередь я бы тебя по Мариуполю хотела поспрашивать. Расскажи, пожалуйста, как там жизнь сейчас, как она налаживается, приходит в свое русло. Вот мы показывали фотографии буквально перед тем, как ты к нам присоединилась, о том, как сегодня устанавливается табличка при въезде в Мариуполь на русском языке дорожными рабочими. Расскажи, пожалуйста, как в городе жизнь сейчас? Я так понимаю, ты с гуманитарной помощью практически везде смогла уже там добраться, даже туда, куда никто не добирается. Я вам сейчас скажу нашим зрителям тоже, у Юли есть телеграм-канал, очень мой любимый, потому что он человеческий. Там есть такие детали, которых, ну, просто их не видно из статей, их не видно из мнений экспертов. У Юли это вот все очень-очень наглядно. И, например, Юля пишет, что вот до такого-то места доехали, а дальше нас военные не пустили. И поэтому, внимание, мы пошли пешком. Вот это вот как бы вот Юлин подход, да? Не то, что нас не пустили, мы не поехали. Мы пошли пешком. Юлечка, привет. Расскажи, пожалуйста, как в Мариуполе сейчас? Привет. Ну, на самом деле мы-то, да, позавчера только вернулись, и последние дни в Мариуполе мы ехали дальше, потому что первоначальная помощь изначально, куда мы попадали, это было 5-6 недель назад, это было метро, туда помощь не попадала. Потом МЧС там развернул лагерь, и туда стали возить централизованно помощь, и люди с части города стали съезжаться туда, по крайней мере, до драмтеатра, а это до центра города, люди смогли потихонечку, мы видели просто, как они пробирались. Сначала это был только там 23-24 квартал, это до больницы, это окраина Мариуполя. А центр города прибегал под обстрелами, даже были убитые люди. Вот. И выжившие приходили говорить, что вот мы шли 19 человек, а нас дошло всего 3 и столько-то раненых. Это было страшно слушать. Потом нас стали пускать уже дальше. И мы видели, что люди уже на драмтеатре стали получать помощь, люди стали получать помощь на улице Шахтостроителей, хотя там еще 5 дней назад условно была стрельба между домами. И вот когда мы уже приехали в гавань – это территория между портом и Азовсталью, портом Азовстали. И там, конечно, люди были очень голодные. Они нас спросили, говорят, а нам уже можно выходить? Дело в том, что не только мы не можем к ним пройти, но и они не могли к нам выйти, потому что непонятно было, где военные, где была зачистка, где было что сделано. И информации, то есть, я так понимаю, совсем никакой нет никого. Информации нет и сейчас у них. Они просят через нас до сих пор передавать, что они живы, потому что карты Феникс, даже если они и получают, а это тоже дефицит, то карты Феникс не везде ловят, потому что связь невозможно сразу в таком большом городе наладить и поставить. Поэтому как-то они там, конечно, пытаются коммуницировать, но это все очень сложно. Левый берег – это как раз где южная проходная и вход в Азовстали, откуда должны были выходить гражданские мирные люди с бункеров Азовстали. Там вообще все разбито, и туда до сих пор не пускают. Туда вот мы приехали, и то только потому, что нас знали военные, и знали, что там есть семья, где живет женщина, 2 детей. Это не ее дети, это дети брата ее мужа. Дело в том, что брата и его жену убили. Вот. И Юля, извини, что я тебя прерву. Это на самом заводе Азовсталь, не в Мариуполе, не в прилежащих городах, а на самой территории Азовстали?
Нет, это при входе. Это А, южные ворота, южная проходная в Азовсталь. Там стоят пятиэтажки. Это м. промышленные пятиэтажки, где, то есть люди работали на Азовстале, и там же они, собственно, и жили. И когда начались Потому вот эти что у меня был вопрос, боевые... откуда все эти гражданские на заводе? Вот оно в чем дело-то, я Нет, поняла. на заводе в основном это семьи были рабочих Азовстали, потому что полк Азов, он говорил, что там действительно хорошие укрепрайоны, и можно переждать. Если вы М. захотите, то мы вас выпустим. Вот. Плюс там семьи самих вот этих военнослужащих Азова. Вот. И я так полагаю, я не могу, у меня нет этому доказательств, но военные об этом говорили, что те, которые захотели как раз вернуться в Запорожье, их немного, это как раз члены семей вот этих товарищей из полка Азов. Вот. Большая часть, насколько я знаю, осталась в безыменном и сейчас будут возвращаться в свои дома в Мариуполь. Я сама видела женщину, вернее, несколько, но вот одно я прям записала обращение. Она искала своего сына, супругу сына и двух маленьких деток, 2 года и, по-моему, 7 лет. Они ушли как раз в этот бункер Азовстали, потому что им сказали, что там безопасно. Они ушли 2 М. марта. А 4 марта они уже не смогли оттуда выйти. И с 6 Мгм. марта связь оборвалась. Я поняла теперь, то есть потому что у меня вот этот был вопрос, а что там вообще делают, откуда там, собственно, эти могут быть гражданские, да еще и с детьми, ну, то есть понятно, что это не может быть смена рабочих или что-то. Слушай, там у тебя как раз вот в телеграм-канале я видела, там и фотографии есть, и видео вот этой дороги, обозначенной красными такими флажками, по которой как раз и гарантируют, ну, тот самый гуманитарный коридор, зеленый коридор для выхода всех желающих, он такой обозначенный красными флажками, то есть он такой очень заметный, по которому можно выходить. При этом, насколько я понимаю, ну, то есть постоянно срывалось с украинской стороной вот это вот молчание, это тишина, вот этот гуманитарный предоставление гуманитарного коридора. Расскажи, как там вот, твоими глазами, что ты видел, как это все происходило? То есть объявлялся гуманитарный коридор и будет объявляться, я так понимаю, еще несколько дней. Это постоянно российская страна делает. Там не просто объявлялся гуманитарный коридор, я знаю, что военные подъезжали к заборам Азовстали, вокруг забора, и они пытались в мегафон объявлять, что сегодня открыт гуманитарный коридор. То есть это пытались более-менее сделать системно. Но вот эта дорога, которую я как раз... Юлечка, поверни, пожалуйста, телефон. У тебя почему-то вдруг перепрыгнуло, и ты стала вертикальная. Просто поверни телефон как-то у тебя. Вот так уже все гораздо лучше, да. Все хорошо. Да, спасибо большое. Так, сейчас, секунду. А теперь вот, Всё. теперь камера на себя. Да-да-да. Угу. Вот. И люди, вот, которые находятся в безыменном, которые вышли, они рассказывали нашим корреспондентам и другим, что они не слышали о том, что вообще есть хоть какой-то коридор, что они могут куда-либо выйти. Но они прекрасно знали, что их могут убить. Об этом говорили все вот эти товарищи из полка Азов. Я сама, когда сфотографировала эту дорогу, мой оператор уже не смог выйти на эту дорогу и отснять видео, потому что военные тут же сказали, что это целиком простреливаемая дорога, у них там дальше, если посмотреть на фотографии, там видно высотное здание, и вот в этом здании снайперы. Поэтому на это все, нас все предупреждали, и долго находиться на этой дороге нельзя. Вот мы как раз показываем это твое видео, и сейчас будет видна вот эта дорога, она действительно такая широкая, прямая, и вот там как раз это здание. Ты знаешь, я еще как раз слышала о том, что, ну, военные репортеры рассказывают, что засевшие в Азовстале, ну, нацики назовем там, да, так, и там и азовцы и так далее, они такую тактику используют, поскольку у них осталось уже очень достаточно мало оружия, боеприпасов и так далее, они пытаются ранить
ну, кого-то, да, там, с российской, причем там и по Красному Кресту могут стрелять, неважно, вот просто до кого дотянутся, ранить, и когда пытаются помочь раненому, вот туда уже накрывают, чтобы убить как можно больше людей, даже если это там сотрудники Красного Креста и так далее. Я вот не знаю насчет мирного населения, я не видела сама, но насчет раненых военнослужащих наших, я видела сама ситуацию, когда ранили человека, ранит снайпер, ранит в ногу, и ждут, когда другие подойдут. И их приходится вытягивать специальными такими удочками, чтобы спасти. Это я видела, да. Ну, я видела зато, да, когда снайпер на самом деле убил женщину на наших глазах, абсолютно мирную, которая пыталась подойти к нашему, ну, к военнослужащему, который нас сопровождал, а мы искали папу детей вот, в доме. И я его спросила, это Юрий, у него позывной «Ангел», я его спросила, вы нашли ли этого человека, снайпера? Он говорит, да, нашли, мы потому что уехали, 200 метров проехали, тут же они вызвали там военных, которые пошли проверять этот дом. Они поймали эту женщину, эта женщина, она была из тоже нацбата, и у нее погиб муж, и она неоднократно уже убивала гражданское население. То есть и вот ею сейчас занимаются. Это вот прямо на наших глазах, на глазах нашей съемочной группы произошло. Угу. А она для чего это делает, гражданское население? Для чего? Я не могу объяснить. В данном случае я думаю, что, может быть, она испугалась, что две вот эти женщины в куртке шли к военному, может быть, сообщить, что она там находится. Но это странное было поведение, потому что мы-то вообще не знали, что в доме, это были обычные пятиэтажки, что в доме кто-то может быть. И когда вот началась уже стрельба, это спасибо на самом деле военным, которые вычислили тут же окно и стали стрелять по окну. Мы бы тоже оттуда, наверное, не уехали бы. Юль, на самом деле вот эта вот история, ну вот ты так вот говоришь, что вот помогала найти там мужа, помогала найти того. У тебя в Телеграме очень, конечно, много таких историй, они такие все очень выпуклые, они все очень такие вот подробные, и на самом деле это, ну это жутко. То есть там, например, вот мы сейчас тоже можем показать видео семьи, где у мамы было 5 детей, и она с 4 детьми смогла, вот мы как раз показываем, если я не ошибаюсь, да, Яна, по-моему, ее зовут, она смогла эвакуироваться с 4 детьми из города, а ее дочь, 16-летняя, которая находилась у родственницы или где-то там в другом конце города, она уже не смогла эвакуироваться, и она 2 месяца жила без связи с мамой, вообще, то есть ни они не знали, как она, ни дочь не знала вообще, там, где ее семья. И вот сейчас она приехала, вернулась в Мариуполь и, собственно, уже нашла свою дочку, и, слава богу, они воссоединились. И вот таких историй достаточно много. Там еще у тебя тоже была мама многодетная, которая сына старшего своего, он просто пропал, а потом вот через какое-то время он смог найтись, и слава богу, в таком случае там семья воссоединилась. Я так понимаю, что вот таких людей очень много, то есть когда семья оказывается, в том числе дети, не только дети оказываются оторваны от своей семьи, причем находятся, неизвестно где, они могут находиться в других городах, некоторые уже в России могут находиться, а некоторые еще в Мариуполе. Там таких много историй. Много, да. Ну вот маму, которую мы вывозили с 6 детьми, муж у нее погиб под завалами дома. Было 5 детей изначально. Мы готовились вывозить 5, а 6-й старший, мы думали, как его искать. И накануне какие-то там друзья привезли к ней этого старшего ребенка. Мы приезжаем, их уже 6 детей. И вот мы вывозили уже маму и 6 детей на территорию Российской Федерации. Это вот как раз под стенами вот этой базы Азова. Ну вот как раз, да, слава богу, что они воссоединились, но вот как происходит, что вот в этой ситуации семьи просто разрываются, дети теряются. Вот ты, например, рассказывала про тех самых 17 детей, которые жили в санатории одни сами по себе, вот эту вот историю. И я так понимаю, что один мальчик, у него нашелся папа, дедушка, вот совсем недавно. Они в Мангуше находятся, в больнице, да?
они находились в Мангуше, потом их перевезли, вот мы как раз перевозили их в больницу Донецка. На самом деле у остальных деток тоже нашлись родители. Сейчас идет процедура, не у всех, но практически у всех. Сейчас идет процедура, там, когда уполномоченный по правам ребенка задействован ДНР, уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации, то есть целая система работает. Но вот дедушку Никиты мы даже записывали видео, чтобы найти, потому что дедушка остался где-то в Милекино, но до этого он был в Мариуполе. То есть это такая история, где мы не знали, когда он и где появится. И вчера дети позвонили на телефон мне и говорят: тетя Юля, вы знаете, говорит, Никиту забрал дедушка. Все, говорит, хорошо, мы вам просто звоним рассказать. И это было так приятно, это очень важно. Юля, а какой, потому что сейчас очень много, даже ко мне, которая, ну, то есть у меня нет прямых, да, каких-то тут инструментов помощи, я могу только вам передать, там, тебе, коллегам твоим, там, Ане, ну, еще кому-то, кто сейчас находится на месте. Очень многие обращаются, ищут людей. Какой алгоритм сейчас? Куда им нужно в первую очередь позвонить или обратиться, чтобы помогли найти родственников? Ну, это МЧС, горячая линия МЧС Российской Федерации, горячая линия МЧС ДНР. В первую очередь списки формируют они. Понятно, что списки идут с опозданием, потому что людей много, их записывают, они должны проходить верификацию, и им должны создать справки, учетные документы. И поэтому некоторые люди зависают вот в этих ПВРах до времени, пока они не встанут на учет. И многих не могут найти именно по этой причине. Поток очень большой, все вот эти пункты временного размещения, все эти там условные фильтрационные, мне просто не очень нравится название, лагеря. Ну да, оно где какое-то с не очень хорошей такой коннотацией, но по смыслу все понятно. Ну, по смыслу, по факту фильтрации, это они проверяют людей. Это даже не проверка на принадлежность там, к вооруженным различным формированиям. Это в любом случае происходит. И это по факту они фильтруют людей, у кого есть документы, у кого документы в порядке, у кого не в порядке, кому нужен статус беженца, кому не нужен. Собственно, поэтому и так звучит, но оно как бы режет слух и позволяет всяким медиатехнологам работать с этим. Использовать это, да, это правда. Слушай, а вот еще как раз тоже из твоего телеграм-канала, я говорю, я все время читаю, и там натыкаюсь на такие вот моменты, о которых ты просто не подумаешь, не находясь на месте, как ты, да, которые тебе просто в голову не придут. Например, ты вот говоришь, мы развозим гуманитарную помощь, до каких-то мест мы можем добраться, а до каких-то мест вот мы не можем добраться, и там мы передаем эту гуманитарную помощь старшим по улицам, и они ее дальше будут распределять или передадут старшим по улицам еще дальше. Это такой момент как бы самоорганизации общества вот в таких территориях, которые еще сложные, да, которые еще не до конца там безопасные. То есть там общество вот так самоорганизовалось и вот такую вот структуру, да, приобрело, старший по улице, например. Ну, где-то это были старшие домов, где-то это были старшие действительно улицы, если это частный сектор. Это еще с каких-то там давних времен. Но на самом деле еще очень много улиц, где стихийно образовались вот эти вот старшие. Вот мы завозили на улицу там Донецкую, там старшие были всегда. А на соседнюю улицу мы приехали и беседовали с людьми, и там стихийно они выбрали и сказали, что вот это вот дом, потому что они честные, потому что забор тут закрывается на ночь, и потому что тут ребята из ДНР в соседнем доме. Там. Вот было вот так. И мы стали оставлять там, и они все распределяли, да, лекарства, прочее. Дальше просили отвезти на Итальянскую улицу, но мы, к сожалению, там это выше улицы, не смогли туда доехать, потому что там в этот момент шла зачистка и стрельба была. Вот, но в целом, вот, да, так оно работает. А как в целом, я так слышала, сегодня в Мариуполе же, я так понимаю, автобус или даже 2 там рейсовых маршрута заработало, да, там уже идет какая-то, ну как сказать, перепись там граждан и так далее, и некоторые даже пытаются, вот там, по-моему, тоже как раз ты писал, я просто много читаю, не помню, мне кажется, это в твоем как раз тоже телеграм-канале была история про дедушку, к которому приехал сын
дом из России, потому что он не хочет переезжать, он хочет оставаться жить там, где он жил. И сейчас они будут ремонтировать дом. Вот его сын из России в этом ему помогает, и он предпочитает остаться в своем месте, отремонтировав просто свой дом. Ну да, у нас на самом там несколько было таких историй. Очень много людей из России едут за своими родственниками. Но вот здесь это просто, там, опять же, это забор, где была база Азова, там жил этот дедушка, и к нему приехал сын. Он прорывался, и нас пустили одновременно с ним на этот производственный переулок. Его машина стоит, он привез кучу пакетов, чтобы закрыть эти разбитые окна. Говорит, сейчас будем, говорит, копать огород, чинить все. И дальше, говорит, уже все будем восстанавливать нормальную, хорошую жизнь. Очень много людей, которые оказались на территории Российской Федерации и приехали сегодня к своим родственникам, это люди вынужденной эмиграции с 2014 года. Они бросили тоже все и уехали в свое время. Кто-то смог потом продать жилье, кто-то не смог. И сейчас они возвращаются к своим родственникам и помогают. Поэтому их, конечно, остановить очень сложно, и на границе поток огромный просто из этих машин. Причем в обе стороны, да, я так понимаю, и туда, и обратно. Да, одни приезжают, другие уезжают. Кто-то вот как раз маму с 6 детьми мы вывозили, а ее брат поехал вытаскивать их общую маму, которая в больнице в Мариуполе. И они поехали уже на 3 машинах из России. Вот. И все 3 машины – это люди, которые жили в 2014 году еще в Мариуполе. Очень многие готовы ехать восстанавливать Мариуполь. Даже мне пишут сообщения, есть врачи, есть строители, говорят, что мы можем сделать? Мы можем обеды развозить, можем еще что-то. То есть вот на самом деле я столкнулась, что с каким-то вот таким родственным большим единением России и Мариуполя. Я даже не знаю, как это еще объяснить. Слушай, а еще очень интересный момент, он такой отчасти даже, может быть, больше политический, чем гуманитарный в данном случае. У тебя тоже была очень интересная история про женщину, которая своими глазами наблюдала, как на консервном комбинате, который находится напротив, собственно, Азовстали, 8 лет назад, и на протяжении всех этих 8 лет обосновывались, скажем так, да, нацбаты, там, азовцы. То есть они вот эту территорию, обживали, приспосабливали под себя, там, устраивали там базу и так далее на протяжении всех вот этих 8 лет. Да, они рассказывают, там как раз это вот производственный переулок. Они рассказывают очень подробно, как они там жили эти 8 лет. И такое соседство оказалось для них совершенно чуждым. Они всегда их воспринимали. Изначально-то они думали, что придут люди, которые ничем им не будут мешать и как-то на них давить. Но на них оказывалось давление не только с языком, что они там говорили на русском языке, они от них требовали говорить на украинском языке. Они требовали от продавца магазина продавать продукты только тем, кто говорит на украинском языке. Это вот прямо на этих улицах все происходило. Это и улица Донецкая, и там подряд они, Грибоедова, их все можно посмотреть. До ЖД вокзала, это вот весь район такой. Они очень возмущены были. А вот дедушка у меня был, которому 91 год, у него вообще отобрали медали и отобрали его китель, в котором он ходил на 9 мая. Слушай, это вот мы уже обсуждали эту бабушку, вот это его надо также нарисовать. И, вот, к сожалению, эти истории не все доходят, о них так мало знают, понимаешь? А таких примеров очень много, к сожалению. Ну вот еще одному дедушке мы, к сожалению, не смогли найти. Они очень просили георгиевские ленточки, потому что в 2014 году 9 мая у них превратилось в кровавое побоище, когда стреляли по людям, стреляли по зданию МВД, и после этого, собственно, и не было у них парадов. И они нас очень просили привезти георгиевские ленточки. Мы их не нашли, не смогли привезти, но вот одному из дедушек мы смогли подарить нашу майку за наших. За это он был счастливый, говорит, теперь я, говорит, нарядный.
Слушай, а в Мариуполе будут в этом году памятные мероприятия? Я уж не знаю, либо это какие-то мероприятия в День Победы будут проводиться. Я понимаю, все меры безопасности, но там что планируется что-то? Планируется. Они изначально планировали проводить бессмертный полк, но, по-моему, сейчас все-таки они не будут бессмертным полк, они будут еще какой-то Ну, такой это опасно, конечно. Дело не в том, они там расчищают улицы, и на самом деле сам вот этот завод «Азовсталь», он не представляет опасность, он представляет опасность только в телеграм-канале там Зеленского, еще кого-то. Это абсолютно, вот, собственно, заблокированная группа людей, которую никак не хотят вызволять. Вот никак, их правительство. Они должны, видимо, стать какими-то героями, которым будут потом ставить везде памятники и говорить, что они там погибли героической смертью, там, с голода, я не знаю, с чего. Вот. В самом Мариуполе сакральные жертвы, что называется, да. Да. Революция, как бы вот у них вот она такая. А в самом Мариуполе, ты говоришь, я просто прервала. В самом Мариуполе люди оживают, ходят там, забивают эти стекла у себя, ставни, даже возмущаются, спрашивают, когда им там начнут перерасчитывать коммунальные платежи, пенсии, там стоят за этой гуманитарной помощью. Я знаю, что в ближайшее время должны открыть уже по городу магазины, должны начать открывать аптеки. Не только на метро они будут стоять, а уже стихийные рынки работают. Такие прям хорошие уже на центральном рынке, на стадионе. Там они продают, у кого сохранились вещи. Кто-то там считает, что ему уже много гуманитарки стало, и он может свою гуманитаркой поделиться и там подработать. То есть реально появляется вот такая вот уже жизнь у людей. Слушай, ну это, конечно, радует, и особенно в данном случае меня радует то, что люди, даже те, которые вот выезжали, они возвращаются обратно и сейчас занимаются ремонтом своего жилья и предпочитают остаться там. Это уже, мне кажется, очень такой, хороший знак, да, если люди возвращаются на это место, они чувствуют, что там безопасно, и дальше уже можно свою жизнь налаживать и жить, собственно, ради чего все это и делалось. Да, так и есть. Спасибо тебе огромное, солнышко. Спасибо тебе большое, что ты... И я всем еще раз скажу, Юлин телеграм-канал Мартавалиева 1. Он прекрасный, вот он очень жизненный. В нем очень много вот правды, такой, какую можно пощупать. Да? Вот не статистики, которые пишутся в статьях, а вот этих деталей, эмоций и каких-то очень практических вещей, о которых вы могли просто не подумать никогда, не погрузившись в эту ситуацию. Юлечка, спасибо тебе большое за все, что ты делаешь. И ты светлая, замечательная. И приходи к нам еще, пожалуйста. Я так понимаю, что ты скоро обратно собираешься, да? Да, скоро поедем. Спасибо. Спасибо, моя дорогая. Спасибо тебе. Пока, солнышко. Спасибо.